Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. То, каким счастливым Тэхён делает Чангука. Девятое место. Этот момент, где Чангук начал улыбаться, когда Тэхён начал гладить его руку. Прямо сейчас на моем канале, на Бусти, вышла новая статья на тему «Безумие, которое прямо сейчас происходит, пугает». Не читайте это, если вы не готовы. Новые шокирующие подробности о Вигу и BTS. Самое подробное объяснение текущей ситуации. Вигу – пара, и они не могут доверять никому, кроме друг друга. Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал на Бусти и канал в Telegram будет в описании этого видео, а также в комментариях. 8 место. Совпадение или нет? Первый человек, на которого вы смотрите, когда смеетесь, это обычно тот, кто вам ближе всего. Седьмое место. Иногда Тэхён смотрит так, что мы все знаем, на кого он смотрит. Шестое место. Поведение пары. Выражение лица Чангука – это порой настоящий шедевр. Чангук так сильно сжал плечо Тэхёна, что остался след. Как же он по нему скучает. Пятое место. Чангук и его милые улыбашки, когда дело касается Тэхёна. Четвертое место. Забота. Этот момент отпечатался в моем сердце и одновременно разбивает его. Чангук в Бон-Вояже ночью, пока все уже спали, присел напротив окна Тэхёна, который плохо себя чувствовал, и начал петь «Nothing Like Us». It's nothing like us. It's nothing like you and me.
together through the storm. There's nothing like us. There's nothing like you and me together. Третье место. Новости. Хайп подваливает нового кринжа в виде создания ложных слухов об отношениях. Или история о том, как фальшивка в виде Тени давала свободу другим участникам, и также попытки создать инфоповод вокруг Аю и Чангука. Вот что сказано в слитых документах. Концерт Аю. Чангук ходил на него 2 дня подряд, и его там видели. Учитывая, что раньше на форуме DC, сообщества, активно пытались создать слухи о его романе с Аю, в этот раз было удивительно тихо, возможно, потому что он пошел на концерт так открыто и уверенно. Кажется, что слухи о романах Тэхёна, напротив, дали другим участникам группы больше свободы в личной жизни. Если бы у Чангука действительно были отношения, фантазии на DC просто не имели бы смысла. В конце концов, Аю публично объявила о своих отношениях с конца 2022 года, но слухи об этом ходили задолго до этого. Слухи о Тэхёне начали распространяться в мае 2023 года, но отредактированные фотографии появились еще примерно с мая 2022 года. У Чангука также были другие слухи до этого. Некоторые предположили, что Чангук мог бы попасть в слухи с Аю, но этого не произошло. Другие считают, что Хайп и DC могли попытаться создать слухи о нем, но потерпели неудачу, так как у Аю есть реальный партнер. Чангук и Тэхён подали в суд на ютубера Саянг за слухи, которые начались на DC и были опубликованы на ее канале, и теперь выясняется, что это канал ютубера, на который Хайп подписаны как VIP, согласно внутреннему документу компании, написанному автором, который также писал книгу о BTS. Если вас когда-нибудь спросят, почему вы готовы отдать за Чангука все и немного больше, покажите им это видео. Генеральный директор Hype Ли Дже-сан опубликовал на официальном сайте извинения. Как генеральный директор Hype, я хотел бы извиниться за документы мониторинга агентства. Я хотел бы склонить голову и извиниться перед артистами, должностными лицами отрасли и поклонниками за наш документ мониторинга, на который указал Комитет Национальной ассамблеи по культуре, спорту и туризму 24 октября. Документ был создан в процессе оперативного сбора различных реакций и общественного мнения о тенденциях и проблемах отрасли и был предоставлен избранной группе лидеров с целью оценки мнения рынка и поклонников артиста. Но содержание документа было крайне неуместным. От лица компании мы признаем и берем на себя полную ответственность за провокационные и подстрекательские высказывания в адрес артистов К-поп, добавление личных взглядов и оценок автора, а также за то, что контент был задокументирован. Мы очень сожалеем и глубоко огорчены тем, что невинные артисты и члены группы подвергаются неправильному пониманию и страдают, особенно из-за подозрений в обратном распространении вируса, что совершенно не соответствует действительности. Мы хотели бы принести уважительные и официальные извинения внешним артистам, которым был нанесен ущерб и вред из-за этого документа. Мы связываемся с каждым агентством отдельно, чтобы принести извинения напрямую. Мы также приносим искренние и официальные извинения всем артистам Hype Music Group, которые подверглись критике со стороны компании. Мы немедленно прекратили создание контрольного документа. Мы обещаем разработать руководящие принципы и усилить внутренний контроль, чтобы предотвратить повторение подобного. Мы еще раз приносим извинения артистам, инсайдерам отрасли, фанатам и всем, кто любит и поддерживает К-поп, кто пострадал от этого инцидента. От имени компании я хотел бы заверить вас, что мы тщательно исправим наши прошлые ошибки посредством самоанализа и сделаем все возможное, чтобы обеспечить здоровое развитие индустрии К-поп, отдавая приоритет правам и интересам всех артистов и уважению к нашим поклонникам. Они такие соулмейты.
Фанбаза Тэхёна недовольна извинением. Хайп подтвердили, что язвительная критика, которую они высказали в адрес Тэхёна в аудиторском отчете, была правдой. Мы осуждаем жестокость Hive Industry Trends по отношению к участнику Тэхёну и настоятельно требуем официально извиниться перед Тэхёном. Полагаю, нам в очередной раз стоит обсудить бицепсы Чангука. Хайп освобождает составителя внутреннего отчета о внешности айдолов от должности 29 октября. Компания Hype освободила от должности составителя внутреннего отчета, содержащего провокационные оценки внешности участников корейских айдол-групп, который ранее вызвал широкий резонанс. Согласно источникам в музыкальной индустрии, Hype освободила старшего директора Кана, который отвечал за составление отчета под названием «Еженедельный отчет о музыкальной индустрии» утром 29 октября. Это решение было принято в ответ на растущую критику по поводу провокационного и бесчеловечного содержания отчета. Данный внутренний отчет еженедельно отправлялся не только в Hype, но и к руководителям подведомственных лейблов. 24 октября в ходе парламентского слушания депутат от Демократической партии Мин Хён Бэ частично раскрыл содержание отчета, что вызвало общественное недовольство. В отчете содержались такие высказывания, как «Участников дебютировали в возрасте, когда их внешность еще не была привлекательной, у многих явно перебор с пластикой. Внешность и сексуальная привлекательность играют доминирующую роль, и другие участники выглядят откровенно некрасиво, что вызвало шок у публики». Hype выступила с официальным заявлением, пояснив, что данный мониторинговый отчет представляет собой документ, собравший разнообразные мнения и реакции фандома и отрасли, и был предназначен только для внутреннего ознакомления. Компания подчеркнула, что эти комментарии не отражают ее собственное мнение. Тем не менее, последующие утечки содержания отчета в онлайн-сообщество усилили негативную реакцию, и в ответ на это член группы Seventeen из лейбла Hype Seungkwan заявил 29 октября: «Мы не те люди, чью деятельность можно оценивать так легкомысленно и поверхностно. Мы хотели бы, чтобы к айдолам не относились с пренебрежением. У вас нет права вмешиваться в нашу историю. Мы не просто предмет для ваших обсуждений, и это касается не только нас, но и других артистов». Обожаю такого Тэхёна. Мы поговорим об этом? Как его руки могут быть такими сексуальными и в то же время такими крохотными? Он мужчина.
Медиа сообщает, что Джин станет гостем первого эпизода нового развлекательного шоу Рюха Джина на канале ТВН «Красивые парни», и его первые съемки начались в Пусане. «Красивые парни» — это уличное развлекательное шоу, в котором 6 мужчин путешествуют по Южной Корее в поисках известных местных деликатесов. В постоянный состав входят Ча Тэ Хён, Ли Кён, Ким Дан Хён, О Санук и Шин Сэн Хо, и на каждый эпизод приглашаются гости. Первый гость – Джин. Ожидается, что 6 участников, известных своим остроумием и навыками развлекательного шоу, привнесут новое очарование и подарят много смеха зрителям. В настоящее время съемки шоу идут, а целевая дата премьеры – 1 декабря. И да, сюда отлично подходит та самая фраза: «На заднем плане происходит самое интересное». Просто напоминаю о том, что он реален и живет с нами в одно время. Они делают обычные вещи, но это все равно вызывает у меня тахикардию. Daily Sports сообщает, что Бан Шихёг был в курсе и принимал участие в процессе распространения отчета музыкальной индустрии «Хайп» внутри компании. Сообщается, что он отправил документ руководителям высшего звена в «Хайп» и его лейблам, а также поручил новым руководителям добавить его в качестве получателей при отправке документа. Было подтверждено, что председатель «Хайп» Бан Шихёг участвовал в процессе распространения спорного внутреннего отчета «Хайп» внутри компании. Генеральный директор «Хайп» Ли Дже Сан официально извинился за написание и распространение внутреннего отчета внутри компании, заявив: «Я полностью чувствую ответственность, но ожидается, что последствия будут продолжаться». 29 числа Daily Sports зафиксировала обстоятельства, при которых председатель Бан Шихёг принимал непосредственное участие в процессе отправки документа высокопоставленным должностным лицам, высшему руководству, «Хайп» и дочерних лейблов. Похоже, что председатель Бан приказал добавить нового руководителя в качестве получателя при отправке документа. Неизвестно, отдавал ли председатель Бан непосредственное распоряжение о подготовке отчета, но тот факт, что он позволил распространить среди высокопоставленных чиновников документ, содержащий столь провокационный и безличный контент, не освобождает его от ответственности за этот спор поставлен. В частности, хотя генеральный директор «Хайп» официально извинился, председатель Бан, который на самом деле является корнем этой проблемы и на самом деле находится выше уровня Си, похоже, прячется за сотрудниками, используя их в качестве щита. Он такой особенно непредсказуемый. Фото Тэйкук
которые, возможно, не видели. Когда еда не очень хороша и когда еда действительно вкусная. Хасок впервые за 20 месяцев в модном образе отправляется в Лос-Анджелес по заграничному расписанию, подогревая интерес к своему возвращению. Хасок вновь демонстрирует свой безупречный стиль в аэропорту. 27 октября Хасок отправился в Лос-Анджелес для своего заграничного расписания впервые за 20 месяцев после службы в армии. Напомним, что Айдол был уволен со службы 17 октября. Это вселяет надежду на его предстоящее возвращение. Фанаты также поделились своими пожеланиями в социальных сетях и пожелали участнику BTS счастливого полета. Хасок известен своей уличной модой, которая вдохновляет многих. Его часто можно увидеть с поясными сумками, шляпами в форме ведра, массивными кроссовками, брюками карго и многим другим. Он выглядит шикарно и в то же время модно. Рэпера можно назвать влиятельным человеком в сфере моды, поскольку он создает свой собственный стиль, а не следует за другими. Розовый цвет был создан для него. На саундчеках всегда такой особенный вайб. Когда в кадре идеально все, и особенно хвостик. Когда они просто делают так. Мы так сильно по тебе скучаем. Я вижу себя в Тэхёне. Нет, я имею в виду, что реально вижу себя в Тэхёне.
Этот его тайный танец. Они такие одинаковые. Объятия Чангука всегда самые теплые. Исторический момент – это Тэйкук на Мальте. Энергия Тэхёна на сцене. Время скучания по маленькому Чангуку. Его глазки обладают целебными свойствами. Чангук на общих фотках просто буба. Второе место. Это так интимно. Тэхёна, да о чем ты там думаешь все время? Одни из самых громких заявлений Тэхёна. Хён обо всем позаботится, и Чангук спит рядом со мной. Первое место.
Чувствуется разница. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.